Привет, друг, с вами Боголюб. В этом видео я поговорю про свой новый компьютер, который я собрал совсем недавно. Собирал я его достаточно быстро, но об этом чутка дальше, поговорим. Перед началом я хочу поблагодарить всех своих спонсоров и рассказать про свою страницу Patreon, где я предлагаю услуги менторства по созданию 3D-моделей для игр. Ознакомиться с уровнями подписки можно, перейдя по ссылке в описании. Выбирай удобный для себя уровень и присоединяйся к нашему комьюнити в закрытом Discord сервере. Встретимся там. Значит, сначала я бы хотел рассказать о том, как появился мой старый компьютер, что это был за компьютер, вообще. Это было где-то года 2 назад, я тогда еще не занимался 3D-графикой. Я поступал в университет, и мне нужно было устройство, которое поможет мне делать лабораторки, практические и тому подобное. Пока что не было никакой цели подбирать компьютер для 3D-шки, потому что я тупо не знал, что буду этим заниматься. Это было, как я уже сказал, 2 года назад, и у меня тогда не было работы, я еще тогда на первый курс не поступил, просто как подал документы и тому подобное, с уделом на то, что буду учиться и выполнять какие-то задачи. Значит, что это было, Я собирал компьютер руками, то есть я не покупал какой-то новый. Я думаю, что если собирать руками компьютер, то это будет гораздо дешевле. И это достаточно интересный процесс. Только есть такая проблема, что ты можешь отвертку уронить, на какой-то конденсатор, и сейчас тебе нужно заново покупать это комплектующее, которую ты угробил. И, кстати, когда собирал комп, застал себя на такой мысли, что если я что-то сделаю, то у меня не будет Ctrl-Z, нажать. То есть я помню, я открутил какую-то заслоночку, я ее откручиваю. Потом думаю, зачем я ее открутил, если мне не нужно было это делать. И такой, а как Ctrl-Z нажать? Прям я хотел нажать Ctrl-Z, а я понимаю, что я это в реальной жизни собираю. Ну ладно, в общем, сейчас не об этом, как говорится. Значит, тогда мой компьютер был, на те мерки не то что средний, может быть даже немного ниже среднего, но его хватало вполне для того, чтобы заниматься любым делом, относительно любым, то есть это могут быть либо игры, либо это могли быть монтаж видео, чем, собственно говоря, я и занимался, потом к 3D-шке это переросло. И, в общем, дело в том, что сейчас, в принципе, можно, заниматься, но оно будет достаточно медленно грузить тебе это все дело. Значит, почему я решил обновить комп, Не потому что, потому что я почувствовал нехватку в мощности железа, но прикол в том, что компьютер надо обновлять, нельзя его купить и на 20 лет забросить, и у тебя будут тараканы в нем ползать, не знаю, пепел, от сигарет будет забиваться в пыль процессорного этого радиатора, в общем... Нужно комп обновлять, но еще самой такой большой причиной послужило то, что мне жутко не хватало мощности действующего железа, на данный момент уже старого. Почему? Потому что, как вы знаете, если вы смотрите мои видео, я сидел на AMD видеокарте. И если вы знающий чувак в 3D-шке, AMD видеокарты, они очень сильно вас ограничивают в чем-либо, то есть, так как у них нету CUDA ядер, то вы не можете пользоваться большими функциями, например, это функции рендерить, опять же таки, рендерить не только в какой-то одной программе, во всех программах вы не можете просто рендерить от видеокарты, вам приходится рендерить только от процессора, а это уже упирается в возможности процессора. Если у вас проц старый, то тогда вам нужно ждать где-то, не знаю, смотря какая сцена. Я помню, ждал в Синами, когда рендерил какую-то сцену с мячиком, вы, наверное, ее видели давно, я не знаю, каким вы должны быть чуваком, который видел эту сцену, вряд ли вы видели, я ждал тогда 2 часа, я просто лежал на кровати и смотрел в монитор и вижу, что там, вот эти тайлы прогружаются, там 4 тайла было, потому что там было всего лишь 4 этих ядра, и это все дело очень медленно грузило, а от видеокарты я не мог запустить рендер, потому что, тупо не поддерживалось. То же самое и в блендере, сейчас поддержка видеокарт идет от AMD с чипом HIP, это 5000 серии и больше, а у меня
AMD видеокарта RX 570. Ну, это вроде бы 2017 года видеокарточка, я уже не помню какого она года выпуска, но дело в том, что она довольно старая, и как бы с ней особо и каши не сваришь. В общем, да, я решил обновить комп, потому что я не чувствовал достаточной мощности железа, да, я не мог выполнять некоторые функции. Например, я не мог пользоваться Stable Diffusion, я не мог пользоваться рендером в блендере. Я, если рендерил в Marmoset, то только от процессора. И опять же таки, если это рендер от 4К и плюс рейтрейсинг, ну это нужно подождать минут 10, пока тебе это все дело отрендерит. А особенно в работе, если ты запекаешь 4К AOшку с 4К рейкаунтом, да, как это правило происходит, нужно будет ждать где-то минут 15. Да, и я, в общем, просто ложился вот на свою кровать, смотрел в монитор, там прогрузка идет этой АОшки, я как бы ждал минут 15, втыкая в телефон, пока это все дело у меня пропечется. Ну, в общем, очень было много геморроя, я даже не мог использовать какую-то программу с фотограмметрией, мне приходилось искать какие-то такие обходные пути, да, то есть это Alice MetaShape, да, есть такая программа, я помню, на нее даже видео снимал, там, где я канистру бензином делаю, в общем... Много было геморроя, и когда я обновился, да, это просто, я не знаю, это взрыв был. Ну, и, в общем, потом об этом скажу. Значит, какой был старый компьютер? В нем, ну, если вы откроете мои старые видео, у меня там в описании в самом конце написано мой компьютер, да, я там расписываю, какой там процессор, сколько оперативки и тому подобное. В общем, давай я сейчас скажу вкратце. То есть процессор у меня был Ryzen 3 1200. Потом, значит, ну да, видеокарта AMD RX 570 на 4 гигабайта видеопамяти. Ну, особо больше мне нечего сказать про компьютер, да, там я не буду называть блок питания, я не буду называть материнскую плату, но она вам не нужна, то есть это как железо, которое не дает вам прирост в производительности. В общем, да, вот такие вот два основных комплектующие у меня было. И они довольно-таки немощные, поэтому пришлось обновиться. Сейчас мой компьютер состоит из процессора Ryzen 7 570X и нет, не AMD видеокарты NVIDIA RTX 4070. Вот. Ну, понятное дело, что если ты обновляешь вот такие вот достаточно важные компоненты, тебе нужно подумать еще и про кулер, еще и про материнскую плату, еще и про блок питания, который это все будет запитывать, и про оперативку. Кстати, на старом компьютере оперативки было 8 гигабайтов, это даже ниже, чем надо, да, чтобы играть комфортно в игры, тебе минимум 16 нужно, вот, а у меня было 8 как бы. Но еще где-то месяца 4 назад я обновился до 32, я еще даже пост в ютубе, да, в сообществе сделал фотографию, там 2 плашечки фотографировал. В общем, я тогда купил Kingston Fury на 32 гигабайта, 3200 МГц, и, в общем, это было самое новое, да, что было в моем компе, короче. В общем, как я уже сказал, недавно я обновил комп, и оперативки у меня, ну, столько же осталось. То есть я ее не трогал, я ее не менял, я просто взял, перетащил сюда, всунул, вот, и готово. Ну и корпус, соответственно, тоже я поменял, потому что как бы старый корпус, ну, не знаю, просто захотелось еще новый корпус, короче. Вот. Я фотографии сейчас прилагаю, да, вот, то есть вот вы сейчас можете наблюдать непосредственно, значит, фотосъемку видеокарты, да, как я это делал, еще и компьютера, да, это сейчас сниму, ну, я уже снял, после видео я сделал фотографии, сюда просто вставлю, вы посмотрите, короче. В общем, да, такой у меня теперь бык, который будет со мной во всех моих рабочих делах, и не только рабочих, значит, я за компьютером сижу очень много, часов 7 в день минимум, даже по выходным. В общем, теперь все будет шуршать намного быстрее. Так, сколько же это все добро стоит? Это все мне обошлось около 58 тысяч гривен. Не считая периферию, то есть не считая там коврика, да, не считая там мышки, да, не считая монитора и клавиатуры. И, в общем, 58 тысяч чисто за вот эту коробочку, которая под столом стоит.
Это, я не знаю, много или мало, ну, типа, мне норм было, да, то есть я его купил довольно быстро, за месяца 2 вроде бы, я это все дело потихонечку покупал, оно мне вот в этом шкафу, да, который я украл у Сиджираша, кстати, и я там храню коробочку, и в ней складировал все, что мне нужно, да, все вот эти вот кулера, все, и когда у меня все пришло, я это все живо собрал и как бы начал радоваться, хохотать, в общем, да. Что я почувствовал, когда собрал новый компьютер? Я еще кругляшочки снимал, да, своим друзьям в Телеграме кругляшки снимал, типа, ребята, смотрите, я бы купил, там, собрал уже все, типа, на месте, все фурычит. Первое, что я сделал, я открыл Blender, я скачал демо-сцену, да, там такая баба была, которая за прилавком, в общем, вы по-любасу видели вот эту вот сцену, я ее скачал. И тогда, кстати, у меня еще не было видюхи, да, то есть я старую вставил, потому что новая, как бы я в следующем месяце планировал, да, вот поэтому за 2 месяца я купил комп, за первый месяц все, что нужно, кроме видюхи, в следующий месяц чисто видюху. И, в общем, тогда я от процессора еще рендерил, и, в общем, я скачал эту демо-сцену, у себя ее открыл, нажал F12, все, и у меня отрендерилось это все добро за 1,5 минуты, да, минута 27, да, то есть со всеми этими композитингами, со всем вот этим добром, это все отрендерилось за 1,5 минуты, и я тогда был как бы удивлен, потому что на старом моем процессоре это все могло рендериться около минуты 7, да, потому что как бы был Ryzen 3 1200, и тут сразу бах, Ryzen 7, то есть я прошел Ryzen 5, все его эти линейки, и Ryzen 7 5700, я знаю, там еще есть другие версии, не 5700, а пониже, есть еще и 5800 и 900, ну, в общем, я такой, что бы 5700 не взять, да? Короче, довольно большой скачок, особенно, чему я могу в 2 раза умножить, когда я видеокарту поставил новую, то есть тут вся загвоздка была именно в видеокарте. Процессор-то ладно, да, просто упирается в его скорость работы, а вот видеокарта в ее функционале. Если у тебя AMD видеокарта, ну, считай, что тебе вот это вот все, то, что я перечислил ранее, да, я не мог этого делать, да, и ты тоже не сможешь. Поэтому, если тебе для 3D графики, это однозначно NVIDIA с ее CUDA ядрами, только эти CUDA ядра есть у NVIDIA, поэтому ее я тебе рекомендую. Я, если бы знал 2 года назад, что буду заниматься 3D графикой, я бы взял себе хотя бы 1050. Я бы тогда смог делать то, что я не мог делать, да, просто это было бы медленнее, я бы, когда обновился, тоже сказал бы, что типа, вау, это прирост скорости. Но по факту так, это не только прирост скорости, это еще и прирост возможностей, которые я могу выполнять, то есть тут очень много прикольчиков, и поэтому, если ты хочешь там комп собирать или обновляться, и у тебя AMD-шная видеокарта, все, сразу ее можешь как бы вытаскивать, эту затычку, и там вставлять себе от зеленых, как бы, да, видеокарточку от зелени можешь себе вставлять, и тогда ты можешь заниматься много чем полезным. Теперь расскажу про новые возможности, да, ну, как бы я уже краем уха их касался, но расскажу поподробнее, да, то есть я себе выписал, первое, это быстрее рендер идет, хотя нет, сейчас, если мы рендерим от процессора, рендер идет быстрее. Если мы рендерим от видеокарты, то рендер вообще идет. Раньше я не мог рендерить на видеокарте, то есть это было невозможно. То есть я не мог этого делать, и сейчас могу. Тут дело не в скорости. Так, дальше, быстрее запекание. Кстати, я сравню. Вот это же сегодняшнее видео, да, по тайм-кодам разобью, где вы можете переключиться, посмотреть именно тест рендеров в Blender. Я скачал 2 демо-сцены, да, такие достаточно тяжелые, да, чтобы не какой-то мячик обычный. И еще открою Marmoset, покажу рендеры в Marmoset и покажу запекание АОшки в Marmoset, да, где-то надыбаю какую-то модельку, чтобы показать вам запекание АОшки в Marmoset, как она быстро печется. В общем, следующее, это быстрее работает ZBrush. Помню, мне нужно было сделать сварочку, в общем, неважно где, мне нужно было сделать сварку на достаточно большой модели, и, понятное дело, нужно ее закинуть было в ZBrush. И дело в том, что тогда, ну, на старом процессоре, как мы знаем, ZBrush работает от мощности процессора в основном, да, чем мощнее процессор, тем быстрее, тем больше там поддержка этих количества вертексей, да, которые там есть. То есть там было 44 миллиона этих точек, active points, да,
И оно настолько все тормозило, просто, ну, это жутко было. У меня очень долго просчитывался там морф, да, операция морф, дессимация очень медленно работала, мне приходилось скрывать части меша для того, чтобы проработать там сварку, вот. Но я, кстати, еще не тестировал, но понятное дело, что чем лучше процессор, а у меня как бы уже не троечка, а семерочка стоит, понятное дело, что теперь я смогу выполнять такие задачи с большим комфортом и с выше, да, скорости это будет происходить. И дальше идет быстрее рендер видео. Если вы как бы не снимаете ничего, да, ничего не рендерите, то как бы вам все равно на это нужно быть. Но так как я занимаюсь якобы профессионально ютубом, да, вот этим вот, хотя это по факту уже как хобби является, рендерить видео мне приходится, и бывало так, что если там видео, да неважно, с эффектами, без эффектов, обычной записи созвонов, да, которые я провожу со своими патронами, да, они длятся вот 2 часа в месяц, это групповой созвон, и мне нужно его нарезать, просто я там нарезаю, да, может где-то вырезаю какие-то лишние шумы с моего микрофона, в общем, и потом рендерю, то есть 2 часа рендерилось у меня где-то за 1,5 часа или 2. Пока я не рендерил ничего на этом, еще не приходилось, да, еще время не подошло, чтобы это сделать. Но, посмотрев обзоры и тесты в интернете и на ютубе, посмотрев видео, явно оно будет все пошустрее работать. В общем, теперь я буду ждать, например, не 3 часа, а час, да, может быть вообще минут 30, хрен его знает, потому что якобы говорят, что видеокарта 4070, она не из слабых и должна вытягивать много чего сложного. И предпоследнее, да, какие новые возможности для меня открылись, это возможность пользоваться новыми программами. Опять же таки, это MetaShape, да, вроде бы называется программа для фотограмметрии. Это Stable Diffusion, который работает на CUDA ядрах. Я помню, я хотел себе его поставить. Я уже эту командную строку запустил, то есть там оно начало мне скачивать, да, это все, то есть это последний этап. И мне пишут, типа, cannot, что-то там error, типа, CUDA ядер нету, да, я такой, твою мать, даже я не могу Stable Diffusion пользоваться. И, в общем, да, теперь уже могу. То есть это еще плюс одна возможность, которая помогает генерировать какие-то разные, там, не знаю, какие-то картинки, которые ты можешь использовать при текстурировании, да, если это, например, от руки нарисовано что-то или какая-то абстракция, в общем, ты это можешь не вручную рисовать, а просто взять, программа тебе выдаст картинку хорошенькую, и ты ее возьмешь, бахнешь себе в текстуру, да, где-то там варпом растянешь, что подобное. Пользоваться новым программой, да, то есть я еще могу добавить сюда то, что я могу рендерить в блендере, потому что когда я не мог этого делать, я записывал кучу видео, ну, где-то 3, да. Первое, это почему на Cycles я не рендерю, да, где лучше рендерить в Marmoset или в Blender, и как сделать Eevee похожим на Cycles. Почему я это записывал? Потому что я сам искал способы, которые мне заменят Cycles, потому что я не мог им пользоваться. И мне приходилось искать вот эти вот какие-то обходные пути, да, эти танцы с бубном. Я скачивал AMD Pro Render, я скачивал LuxCore, я скачивал еще там что-то есть, какой-то движок, да, рендера. В общем, я много чего скачивал, много чего пробовал, я пытался и там вытянуть картинку, чтобы на Cycles была похожа. И, в общем, такие дела были. Если бы у меня была видюха от NVIDIA, таких бы видео не было на моем канале, потому что зачем чуваку пытаться настроить Eevee как Cycles, если он может просто включить этот Cycles и спокойно, ну, отрендерить. А когда такой возможности нету, понятное дело, ты пытаешься какие-то обходные лазейки найти, чтобы эта возможность у тебя появилась. Поэтому, в общем, такие были у меня проблемы. Опять же таки, там еще видео про фотограмметрию, я сравнивал 3 программы. Первый сказал, что там вообще нельзя ей пользоваться, потому что если у вас не AMD-шка, то вы не можете, если у вас не NVIDIA, то вы не можете нормально их пользоваться, да, опять же таки MetaShape, да, там еще другие 3D Zephyr были программы по фотограмметрии. В общем, были и такие, значит, у меня хлопцы, да, на обзорах.
Ну и какие еще новыми программами я могу пользоваться? Опять же таки Cinema 4D рендерить, в общем, Octane, Redshift, то есть все это теперь я могу делать, ё-моё, ничего себе, неужели я как бы могу теперь этим заниматься? Но это я делать не буду, да, я уже в Cinema давно не работаю, да и не работал, просто как баловался ею. Еще прикол в том, что вы же знаете, наверное, что от NVIDIA есть Broadcast, там где ты можешь включить вот эти вот направление взгляда в камеру и тому подобное. В общем, я протестил вчера, это, не знаю, это как-то очень... Это довольно крипово смотрится. Давай сейчас я это продемонстрирую. Значит, смотри, видно сейчас будет, да, вот эту картинку. Это я сейчас от веб-камеры, вот, веб-камера сейчас записываю, то есть я через телефон снимаю, да, а вот еще и веб-камера, то есть две такие я решил поразнообразничать, да, чтобы и с одной стороны меня видно, и с этой, то есть такой хлопец интересный. Значит, что? Это обычная, да, дефолтная вебка. Я сейчас через OBS это делаю, я просто устройство переключаю на камеру и NVIDIA Broadcast, и просто смотрите, что происходит. Что происходит, ё-моё. Я сейчас не смотрю в камеру. Я не смотрю в камеру, у меня оно взгляд направляет сюда. Если просто спокойно говорить, типа, это будет еще нормально смотреться. Но если смеяться, то есть если вот так вот лыбу давить, глаза, ну, мимика на глазах, она остается такой же, то есть дефолтный, а ты лицо типа вот так вот тягаешь, и оно вообще, ну, оно никак не балансирует, это выглядит неестественно, в общем, если ты там смеешься и тому подобное. Прикол еще, кстати, то, что можно, да, фон блюрить, тоже прикольная такая функция, но это можно и в Discord, и в каких-то Google Meet'ах делать, но еще вот так вот напрямую, да, то есть ты можешь этим заниматься. Короче, я хочу показать прикол, если я делаю вот так вот пальцем, то я могу свой глаз вот так вот трогать, короче, а если я вообще закрою, то есть его полностью, вот вы можете видеть мои настоящие глаза, то есть сейчас... Вот я смотрю, да, видишь, в разные стороны. Да ё-моё, блин. Давай убирайся отсюда. О, вот. Я смотрю в разные стороны. И сейчас просто убираю руку, и у меня взгляд направляется сам сюда. Я могу посмотреть вообще, ну не знаю, куда угодно я могу посмотреть, а глаза будут направлены сюда. В общем, это очень крипово смотрится. И если ты будешь смеяться, то ты похож на какого-то наркомана, я не знаю. В общем... Такие прикольные моменты. Но, так как я уже перешел за компьютер, давай перейдем в в тесты моей системы. Значит, смотрите, открыл я Blender сцену, да? Это я скачал, я не помню, как называется. В общем, да, называется вот 3.3 It's Splash by Peter Крюнский. В общем, вы можете найти это на сайте Blender, да, просто напишите Blender демо-сцена, и там вам самый списочек со всякими этими прикольчиками. В общем, я скачал такое, да. Видим, что Render Engine Cycles GPU, и нужно еще активировать было вот Preferences System. Вот OptiX, не просто CUDA, да, а OptiX. Выбираем два наших дружочка. Я выбрал и процессор, и видеокарту. И все, нажимаю сейчас просто на F12 и будем смотреть, за сколько мне отрендерит. Я на самом деле еще и вчера тыкал, да, я это пробовал вчера отрендерить, и очень быстро. Это все очень быстро происходит. Кстати, насчет шумов, не знаю, слышно или нет, давайте помолчим. Я слышу, что начало что-то жужжать, в общем, да, видеокарта начинает нагреваться, понятное дело, и вентиляторы начинают включаться. У меня, кстати, по фотографиям вы видели, что 2 кулера стоит, почему не 3? Потому что на 3 кулера были там от MSI, от Gigabyte были, Polit и тому подобное. Я что-то решил не брать эти фирмы, я решил взять от Asus, потому что у нее лучшие отзывы, чем у всех остальных. А насчет этих 2 кулеров я посмотрел сравнение, и там ребята говорят, что, ну, как бы вы не ощущаете какой-то дискомфорт, если не включается. Да, понятное дело, шум больше, чем на 3 вентиляторах, но если ты играешь в игру, у тебя звуки через наушники в уши поступают, и я порой не слышу, что мне говорят, да, брат или сестра в соседней комнате, когда играю в игру, например, да, или слушаю музыку, то есть это вообще не проблемой является. Так, ну вот, тем временем отрендерилась данная композиция у нас, это все заняло
1 минута 4 секунды 93 миллисекунды, прям, да ты шо, ё-моё. И я могу, вот видишь, ну, можем посмотреть, да, что у нас получилось. В общем, сейчас сколько тут у нас? Значит, здесь у нас на рендере 300 сэмплов стоит. Вот, на 300 сэмплов вот такие настроечки стоит, еще Denoise OptiX. В общем, это все за 1 минуту мне отрендерилось, да, и я еще могу, то есть, включить здесь эту функцию, да, оно мне сейчас немного подумает, настроить все шейдеры, все, вот оно запустилось, да, Ctrl-пробел для того, чтобы увеличить на большой экран, все, и смотри, я сейчас приближаюсь, сейчас скрываю все вот эти вот вспомогательные функции, да, и я могу вот летать, перемещаться, оно мне в реальном времени все рендерит, то есть я взял, настроил камеру, бах, все, пошел рендер, да, уже сразу с этим denoise, то есть я могу смотреть. Если, кстати, приближаться, оно настолько все учебно смотрится, но прикол в том, что оно работает на общую массу, да, если так смотреть. В общем, такие дела, то есть раньше я этого вообще не мог делать, а если включить этот процессор, да, давай я сейчас включу процессор, чтобы от него посмотреть, как он это будет рендерить. Понятное дело, что медленней. Но хотя бы так, да, хотя бы так он мне это все дело рендерит. И, кстати, я не скажу, что довольно медленно. То есть, в принципе, то же самое, что и на видюхе. Просто происходит это все немного медленнее, да. Без вот этих вот... Ну, сейчас давай включу еще видео, и можно будет посмотреть, как оно быстро так бах-бах-бах-бах, новый кадр, а нам... Вот, видишь, все. То есть, оно просто быстрее работает. Короче, это первая сцена, да, но я скачал 2, и плюс еще одну я хотел показать, которую я сам делал эту сцену. Не скажу, что она прям супер какая-то крутая, да, я так посидел 6 часов в сумме, потратил на это все на выходных, да, посидел просто, потыкал, мне было интересно посоздавать всякие там материалы в блендере, то, в общем, переключимся тоже на них. Давай сейчас открою еще одну сцену и посмотрим, как рендерится это все дело там. Итак, следующая сцена, вот так вот она выглядит, вы тоже ее должны были видеть, даже когда блендер обновляете, там эти рендеры вот прям на приветствие, короче, на главном экране, да, показывается. То есть отключаю сейчас Alt-Shift-Z для того, чтобы включить и отключить вот эти вот все функции, да, то есть оверлей. В общем, нажимаю рендер, обычный, просто viewport-овский рендер, и смотрим. То есть я могу сейчас переближаться сюда, это все смотреть, останавливаю камеру, пошла машина, да, работать. То есть это все, в принципе, то же самое, также оно происходит. Может быть медленнее, чем на прошлой сцене, тут скорее всего какой-то displacement присутствует, да, не зря же тут experimental поставили, чтобы можно было пользоваться сабдивом на какой-то там advanced displacement и тому подобное. В общем, то же самое, то есть я не могу сказать, что чем-то оно отличается, опять же таки запускаем рендер, тут уже не 300 сэмплов, а 128, свои настройки я ничего тут не менял, просто вот скачал сцену, нажимаю F12 и у меня пошла машина шуршать. Вот, в принципе, также оно рендерит, да, и я уже пробовал, вот видишь, написано last, то есть last у меня за 1 минуту 4 секунды про... А, нет, это же прошлый этот. Короче, сейчас посмотрим действительно, как оно будет, за сколько времени эта вся машина у меня произведет функциональную работу, и мы посмотрим, сколько заняло это все времени. Вот, ну, а так-то я скажу, в принципе, что это очень прикольно, если ты хочешь, например... делать рендеры окружения, создавать это окружение в блендере, да блин, где угодно, в Cinema, в Marmoset, везде ты почувствуешь прирост, особенно если у тебя там, ну, видеокарты как бы не старенькие, да? І так, за 2 хвилини 17 секунд наша шарманка відпрацювала свою роботу, значит, что мы наблюдаем, да? Опять же таки, композитинг тут какой-то присутствует, denoise и тому подобное, на минуту больше, но это совсем другая сцена, да, то есть, опять же таки, если бы я это рендерил от процессора, это заняло бы, наверное, минут 5, да, от нового процессора. На старом процессоре это заняло бы, наверное, минут 20, хрен его знает. Я не экспериментировал, что-то у меня не было такой мысли. Давай покажу еще свою сцену, да, мне просто хочется продемонстрировать, да, не в стол же я ее делал, кстати, эта штука у меня сейчас на рабочем столе стоит. Значит, что мы тут видим? Я замоделил простенькую такую сценку, тут типа колонны какие-то, а вот это вот декальками раскидал альфы каких-то там потеков. В общем, еще я тогда рендерил это все на процессоре,
потому что это было месяц назад, когда еще без видюхи сидел новый со старой видюхой, понятное дело, что я не мог от него трендрить. В общем, да, такая сцена. Давай сейчас пока, сделаем рендер F12. Тут 60 сэмплов всего лишь стоит, я тут еще плитку поставил, в общем, и плюс еще композитинг сюда накрутил. Вот такая сцена, отрендерилась она мне за 25 секунд, вообще, вот, за 28 с композитингом. И данную рабочую установку я поставил себе на рабочий стол своего персонального компьютера. Значит, с блендером все, уже точно. Давай перескочим в Marmoset, и я как бы покажу, что я там делал. Итак, перемещаемся в Marmoset, и что мы можем наблюдать? Значит, это работа моего ученика Николая, да, Коля, приветствую тебя. Значит, вот я попробовал ее отрендерить у себя, да, то есть я создал Marmoset сцену, накидал сюда 4 камеры, хотя по факту 5, там, скорее всего, что-то напутал. В общем, 5 папочек с освещением, и давай посмотрим настройки рендера. Значит, Ray Tracing включен, Bounce S2, Transmission 4, потом насчет denoise включил GPU, Real Time, я могу его выключить, да, просто покажу, да, потом в чем разница. И, значит, denoise CPU, если мы поставим на GPU, то оно будет рендерить не вот в 4К, как я тут поставил, а в 2К на 2К, то есть такой квадратик будет. Это такая особенность, значит, видеокарты, да, denoise от видеокарты. В общем, ставим denoise CPU на рендере, и вот здесь вот 4К, значит, разрешение. Сэмплы 512. Все. Вот, давай сейчас буду передвигаться моей основной камерой, без каких-то постобработок. В общем, это вот Ray Tracing. То есть мы можем наблюдать, что здесь используется трассировочка лучей. Я могу приближаться, вертеть я не могу тут вертеть освещение, потому что я создавал источники освещения сам. Да, сейчас давай я покажу, что это вообще такое. Вот такие вот источники освещения. Значит, камерка присутствует. И такое добро отрендерилось очень-очень быстро. Давай вот прямо сейчас это покажу при тебе, да. Вот камера 4 включаем, нажимаем F11 в Marmoset через F11 и видим, как рендер происходит. То есть вот бах, начинает, все готово. Сейчас мне откроется эта картиночка. Очень быстро, мимолетно это все организовывается у нас. Если рендерить на процессоре старом, я помню, рендерил там тоже в 4К. В общем, во-первых, ты пока настроишь освещение, ты просто сдохнешь, потому что тебе как бы 50 лет уже стукнет. А если ты будешь уже рендерить, то минут, я думаю, 5 это точно занимает. Именно от процессора старого. Видеокарта, как бы ты сам понимаешь, вообще тут никак не помогает. Значит, вот такой рендер отрендерился. Я не вижу, где тут пишет за сколько, в общем, это все дело произошло, но вот при вас это было, да, за секунд, может быть, 10, 20, 25, да, это все дело у нас организовывается. Тут можем еще переключиться на другие какие-то камеры. Давай сейчас включу другой источник освещения, вот такой, да, и вот мы видим, да, вот шкала вот это идет. Я сейчас могу вот перемещаться, ракурс какой-то там настраивать, очень быстро это все происходит. Если я сейчас еще, давай включу Real Time, я выключаю, то тогда у меня, видишь, такая вот зерно. Если я включаю Real Time, то он у меня начинает денозить вот по факту, да. Значит, что я могу сказать? В Marmoset это дело очень хорошо себя проявляет. Я очень доволен. Насчет запекания, у меня нету, ребята, образца, да, я ничего сам пока не моделю, рабочие файлы показывать я вам, понятное дело, не могу, потому что NDA, но, поверьте мне на слово, если запекать AO-шку, давай сейчас создам Bake Project, если мы поставим Ambient Occlusion на 4К, на 64 сэмпла, на Ray Count в максимальный, да, тогда у нас это дело будет запекаться, опять же таки, так же, как и происходит сам рендер, то есть за секунд 10-20. Так мне приходилось, как я уже говорил, ждать по 15 минут, я отходил себе чай, заваривал, то есть я нажимал кнопочку Bake, все, и как бы такая агабелла у нас происходит. Давай сейчас попробуем вот этот памп, да, закинуть сюда, его сдублируем, то есть самого на себя запечем, и как бы погнали, выставим сейчас куда это хотим. Bake,
Это сейчас нормалка была, как я понял. А, нет, это Ambient Occlusion был. Короче, происходит непосредственно сам процесс запекания в мармосете Ambient Occlusion. И как я понял, он его уже запек. Вот, все. То есть он его запек и еще думал, да, куда его подключать. Вот так вот он быстро это все делает. Понятное дело, что моделька простая, и тут нету хайполи, но дело в том, что Ambient Occlusion, он не запекается... Если ты запекаешь, например, normal map с хайполи на low-поле, то, понятное дело, на хайполе больше детализации всякой, и понятное дело, что от этого зависит, да, чем больше у тебя детализация на хайпольке, тем оно будет дольше тебе и нормалку запекать. Ambient Occlusion, он просто работает как обычно вот трассировка лучей, да, то есть он то же самое делает, просто еще запекает это на отдельную карту. То есть не зависит никак, какая там детализация нормали и тому подобное, оно от этого не будет работать. В общем, понятное дело, если бы я какой-то танк сейчас запекал, может быть, подольше бы подождал, не секунд 20, а может быть секунд 50. Но это суть не меняет, и тот факт, то, что очень быстро происходит сам процесс запекания, да и рендера, он неоспорим. И подытоживая все это дело, да, как бы мы уже в конце видео, да, поздравляю, что если ты досмотрел, подытоживая все мной вышесказанное на протяжении всего этого получаса, сколько я записываю это видео, могу сказать, что как бы я очень доволен своей компьютерной установкой. Если хочешь покупать новые комплектующие или компьютер сам собирать, рекомендую тебе выбирать карту от Nvidia, да, такой Insight, только от этого, если ты именно в 3D графике, да, если ты обычный там прохер, то тебе вряд ли это нужно, то есть тебе хватит обычной затычки, как у меня и была. В общем, ребята, видео подходит к концу, не забывайте, значит, ставить свои лайки, колокольцы и подписочки, оформлять непосредственно это бесплатно, без смс, и я как бы с вами попрощаться хочу сейчас, поэтому давайте, до скорых встреч, пишите свои комменты, то есть что вы об этом думаете, да, говорите свои комплектующие, как у вас это все дело происходит, свои какие-то моменты прикольные, готов почитать, поотвечать на ваши комменты. Ну что ж, с вами был Вагалюк, всем удачи, всем пока.